Вот тут вот люди живут. Ты не можешь посмотреть, сколько сейчас на часах? Ресторан Вон там стоит планетарий. Изумруд. Вы попадаете вот в такой круглый зал. Белье есть. И вот такая ваза тебе. Хорошая капуста. Стоял фонтан, каменный цветок. Это настоящая панда. Руль есть. Это украшение. Приезжает вот сюда. Это не песочница, это снежочница. Здесь были кабаны. Куда указывает этот деревянный мужчина? На мир легла ночная мгла. И вот, Сережа, вот тут вот люди живут. И совсем неплохо. Посмотри. Даже вот там, скорее всего. А вот тут, под Сережа, люди жили. Точнее сказать, они тут останавливались, чтобы отдыхать. Это у них называется модным словом резорт. То есть как бы курорт по-нашему, если переводить. Вот тут, представляешь? Вот тут вот курорт. Но он заброшенный. И мы с тобой идем смотреть эту заброшку. А это, Сережа, здание главпочтамта, которые строили с 53 по 55 год. И обрати внимание вот на эти две башни. Первую и вторую. Здесь должны быть часы. Конечно же, циферблаты предполагают, что там должны быть часы, но их запланировал архитектор Ефим Левитан. Но учитывая, что в городе тогда уже был построен вокзал, на котором уже были, обрати внимание, часы, от вот этих будильников решили отказаться. И таким образом вот это величественнейшее здание на площади павших борцов в городе-герое Волгограде до сих пор с 1955 года стоит без часов. Давай, присмотрись. Видишь, здесь нет часов, и здесь тоже нет часов. А как узнать, который сейчас час, если ты живешь в доме напротив? Получается, что если ты, скажем, живешь вот там, то ты не можешь посмотреть, сколько сейчас на часах. Ты должен выйти из этого здания, пройти вот так вот, значит, перейти дорогу и посмотреть. Да, вот так вот заглянуть. Сейчас мы это сделаем там. Вот так вот пройти, вот так вот, и посмотреть, сколько там на часах. А если вот ты там живешь, то на главпочтамте ты не узнаешь, сколько там на часах. Странное решение, но оно принято. И на главпочтамте есть только циферблаты, без часовых стрелок. А дальше тут по дороге, не поверишь, настоящий, что ни на есть, когда-то действующий. Ресторан с апартаментами, к нему удобно прилегающими. Вот так вот, видишь, как говорится, ели пили, деньги были, в одной знаменитой песне. А теперь разгром и раздрай. Ой.
Каменные залы. Невозможных размеров камины. Серванты. Брошено все на произвол. Вот отсюда хорошо видно и главпочтамт, и вокзал, на котором есть часы, а на главпочтамте их нет. Но мы направляемся сейчас к 0-му километру Волгоградской области. Вот именно отсюда начинают счет все дороги. И посмотрим, где у нас север. Вот давай посмотреть, где север. Вот этот знак, наверное, на всех языках мира обозначает одно и то же. Пешеходный переход. Вот именно здесь пешеходный переход. И мы переходим на ту сторону. Естественно, обращаем внимание на улицу Мира. И вон там стоит планетарий со скульптурой Веры Мухиной. Мир. И вот очень скоро мы перешли. Пешеходный переход завершен. Ну и можно остановиться еще раз, посмотреть на такое... А давай зайдем внутрь. О, слушай, сейчас, знаешь, я перейду дорогу. Ну вот там я перейду дорогу. Зайду внутрь, потому что там внутри шикарный зал. Там какой-то овальный зал. В центре стоит Владимир Ильич. Я сейчас покажу. Я бегу туда. Это ж какое богатство. Какое богатство. И даже свое озеро. Посмотри, Серега. Изумруд. Выпил в ресторане. Спустился. Хоп. И ты уже плывешь. С видом на оливковые рощи. С ума сойти. Какое богатство. Как у тебя? Итак, мы входим в здание главпочтамта. И если вы захотите отправить телеграмму или письмо, или оплатить какую-то платежку, то вы попадаете вот в такой круглый зал, в центре которого стоит Владимир Ильич Ленин. И он рукой вам показывает, где выход. Но на выход вы еще ведь не собираетесь, когда зашли в этот зал. Вы сюда пришли по делам. И только после того, как вы закончите, ну что там, отправлять телеграмму или письмо, или, может быть, вы конверт какой-то хотите купить, вот только тогда вы выходите из здания, и Ленин опять-таки вам рукой показывает выход там. Тут кто-то живет. Посмотри. Белье есть. Может, Карлсон, который живет на крыше. Очень мне нравится пройтись мимо таких домов, поднять нос кверху, задрать, можно сказать, его. И вот так вот обратно в горизонтальное положение его отправить. Как вы понимаете, я иду сейчас чуть ниже уровня земли, да, вот здесь. И
Видишь, как же приятно, да, заходить в подъезд с вот такими колоннами. А потом такой раз, и вот такая ваза тебе. А потом ты идешь, себе такой поднимаешься. И там, кстати, давай ускоримся. Да, там мы видим какое-то сооружение. Что это такое? Что это такое? Это, наверное, тоже какой-то фонтан, судя по вот этой трубе. Трубе в центре. Это фонтан. Много ли людей видят из окна своей квартиры фонтан? Ну вот если бы я был ботаником, Серега, я бы тебе рассказал, что это растет. Но я не ботаник. Есть могу, а определить, что растет, что это такое? Капуста, скажем так. Капуста. Хорошая капуста. Серега, смотри. Очень деловое животное. Вот помнишь оливковые ветки обрезанные? Кто-то ей бросил, она объедает. Да. А вот и гуси, которые спасли Рим. Помнишь? Ну не эти. О, насторожился. Привет. Серега, раньше вот на этом месте, сейчас я даже постараюсь так изобразить, вот так вот, стоял фонтан «Каменный цветок». Где-то в 60-х годах прошлого века. В 1960-х. Это для тех, кто будет смотреть это видео в 3285 году. Так вот, 14 октября 2005 года на этом самом месте установили вот такой фонтан, который назвали «Фонтан любви». И, Сереж, наверное, все-таки тебе будет интересно узнать, что руку к этим бронзовым скульптурам прямо-таки изваял вот этот фонтан любви флорентийский скульптор Сильвио Белуччи из Флоренции. Сильвио Белуччи из Флоренции установил вот здесь, в центре Волгограда, фонтан любви. И теперь каждый, кто проходит мимо этого фонтана в летний зной, вот так просто смотрит в сторону и говорит: о, что-то такое, как будто итальянское. Совершенно верно. Это Сильвио Белуччи из Флоренции. Чтобы вы понимали, где это находится, это напротив главного областного театра, площади павших борцов, собора главпочтамта. Это вообще улица Мира. Первая улица, которая была восстановлена после Сталинградской битвы. А это фонтан любви. А это немного суровой, так сказать, средневековой урбанистики. Да. Называется часовня Снежной Мадонны. Можешь себе представить? Ну, по легенде, нашли тут кучку снега и решили, что эта Мадонна указала им, где построить часовню в ее имя. Построили. Вот. Тут вот крепостные стены. А там внизу, где была мусорка, смотри. Опять панда. Но эта панда уже гораздо легендарнее той, которая из первого выпуска. Это настоящая панда. Квадратная, полноприводная. Такая итальянская Нива. А вот перед нами автомобиль, который, ну, наверное, будет стоять на месте до тех пор, пока ему не привинтит мотор. Мотор должен быть вот здесь, как вы понимаете. Но хорошо, что колеса есть. И можно прямо сейчас, ну-ка давай попробуем,
Что-то у нас... Ой, хорошо. Можно присесть. Давай это сделаем. И вот так вперед смотреть. Да, руль, пожалуйста, руль есть. И рули себе на таком автомобиле без того, что должно быть здесь по жизни. Главное, рули. Руль ведь есть, значит, надо рулить. Там дворец. Там дворец. Тут озеро. Дворцово-парковое хозяйство. А тут вот... О! Вот так вот. Так и живем. Как у тебя там? Ну, глядя на вот эти шины, можно подумать, что здесь перевернулся грузовик и его засыпало снегом. Но нет. Это украшение. Вот, это украшения, которые очень хорошо украшают волгоградские дворы. Вот видишь, вот одно колесо и второе. Я представляю, как это... каково это видеть людям, которые не знают, что это украшение. Они скажут, что подожди, это грузовик, который перевернулся, его засыпало, надо срочно откапывать. Нет. Это, как ты видишь, четко вот здесь вот этими колесами очерчено место, куда заходить не надо. Вот это территория травы, деревьев. А вот там уже ходят люди. Серега, смотри. Опять начал картинку с нашего знаменитого Байконура. Это наш Байконур, да. Куча антенн на горе. Вот. И вот в этих всех вот ложбинах, лесах, во всем этом вот оказывается очень много зверья. Да. И, конечно, где зверье, где зверь, там и охотник. И охотников здесь тоже очень много. Охотятся по сезону на оленя, на кабана. А потом приезжают вот сюда. Хоп. Это была моя тень. И вот в этом здании они ее делят. Вот. Опасности кругом, Серега, посмотри. Здесь были кабаны. Без сомнений. Где-то тут. Ну вот теперь я могу точно сказать, что я знаю, куда указывает этот деревянный мужчина. Он указывает на детский игровой городок. О, зачи детям, внимание на год! 1980 год. И он показывает в ту сторону. Мы в ту сторону сейчас и пойдем. Пробираясь по этой тропинке, я понимаю, что вот эта крепостная стена — это тоже детский игровой городок. Правда, не из дерева, а из кирпича. И что от него осталось? Давай посмотрим. Да, от него осталось немного. Всего лишь навсего одна стена, вторая, третья. А что было здесь? Здесь, наверное, была башня. Но несколько объектов все же сохранилось. Первый, второй, третий, четвертый. Давай посмотрим на первый. Для этого придется чуть-чуть в снег, конечно же, пройти. Это что такое? Это лошадь. Это конь. Можно взбираться вот сюда. Раз. И ты уже на коне.
Давай посмотрим, что еще. Да, я вижу, вот еще не заметил объект, это песочница. Песочница тоже пока засыпана. Это не песочница, это снежочница. Сейчас там снег. Вот здесь мы видим тоже две. Давайте бороду почистим. Вот, тоже. Это, наверное, такой турник для тех, у кого нормальные руки и могут, так сказать, взять перекладину в свои руки и подтянуться. Но для богатырей. Так, здесь уже знакомый нам деревянный человек, с которым можно посидеть и поговорить. А это медведь. Да, это морда медведя. Видишь, медведь, можно посидеть, это скамейка. Вот сюда можно ноги положить. А вот это, я знаю точно, отсюда плохо будет видно, этот крокодил. Видишь, это ноздри, а вот тут у него 2 глаза. Ну и, наконец, это заяц. Да, давай тебя почистим, давай морду почистим. Вот нос, вот уши. И можно вот по этим ступенькам взбираться вверх к этому зайцу. Вот еще вот такая конструкция. И, конечно же, беседка — это тоже часть детского городка 1980 года. Еще я вижу вон какой-то столб. Давай к нему подойдем. Ну вот мы и около этого столба. И здесь, да, здесь мы видим это лицо. Лицо мужчины. Правда, непонятно, кто это. Ну, мужчина с бородой. И вот еще, да, и вот еще тоже здесь что-то было. Но теперь уже только те, кто помнит 80-й год, могут сказать, что вот это такое и что это за мужчина. Гаснет закат за горой. Вон он опять, тот город. Посмотри, Серега. На мир легла ночная мгла. Под солнцем Тосканы капуста растет.